сегодня мы будем с вами учить правильно читать этикетку и понимать этикетку, что там производители намешали, какой состав и насколько вреден он для нашей кожи. Но перед этим, пожалуйста, поставьте этому видео лайк, напишите комментарий и распространите эту информацию своим близким и окружающим. Мне приятно, вам будет полезно. Итак, учимся правильно читать этикетку. С чего мы начинаем? В международной классификации номенклатуры принято читать состав следующим образом. На первом у нас этапе идут растворители, на втором идут кондиционеры, потом консерванты, красители, эмолленты и отдушки и различные добавочные вещества. База у нас состоит из, как правило, эмульсий. Эмульсия – это база из двух несмешивающихся компонентов. Эмульсии бывают разных типов, такими как масло в воде. Это небольшой объем масла, растворенный в воде. Вода в масле – это малый объем воды в большом количестве масла. Вода в силиконе – это маленький объем воды, растворенный в силиконе. В этом случае масляная фаза состоит из одного и более летучего силикона. И последняя группа – это безмасляные растворы или гели. Для стабилизации масла в воде чаще всего используют эмульгаторы. Эмульгаторы – это вещества, которые способствуют получению двух несмешивающихся компонентов эмульсии. Эмульгаторы разделяют одну эмульсию от другой каплями, которые в взвешенном состоянии находятся в другой. Поскольку эти капельки ограждены между собой маленьким слоем эмульгатора, то эти слои, как правило, не смешиваются друг с другом, и мы получаем разнослойную такую эмульсию. Поверхностные вещества. Они у нас бывают двух категорий. Аэрофильные – это поверхностные вещества, которые любят удерживать влагу. И липофильные – это поверхностные активные вещества, которые удерживают жир, попросту говоря, или масло. Чаще всего ПАВы можно встретить в различных косметических средствах. Это уходовая косметика за лицом, кондиционеры для волос, уходовые средства за телом, а также для рук и для ногтей. Также можно условно разделить на катионные и анионные поверхностные активные вещества. Катионные поверхностные вещества обладают более раздражающим действием, нежели чем анионные. Где можно встретить анионные поверхностные активные вещества? Их можно встретить в стиральных порошках, в мылах и в любых моющих средствах для посуды, для белья и так далее. Аногенные поверхностные вещества. Чаще всего используются они в косметиках по уходу за кожей. Они, как правило, обладают меньшим раздражающим действием. Амфотерные ПАВы. Их чаще всего вводят для стабилизации более раздражающих и менее раздражающих ПАВов. Катионные поверхностные активные вещества. Как правило, это более раздражающие вещества, и их нужно использовать с осторожностью для людей с чувствительной кожей. Чаще всего они используются в стиральных порошках, мылах и других моющих средств. Полиэтиленгликоли чаще всего используются в качестве связующего звена в растворителях, в моющих средствах, эмоллентов, пластификаторов, эмульгаторов и других дисперсирующих веществ. Биоактивные поверхностные вещества. Чаще всего они, как правило, органического происхождения. В связи с этим можно получить меньший шанс раздражения кожи. Поскольку данные ПАВы более дорогие, то, соответственно, качество продукции, как правило, возрастает. Примером является натриевая соль сурфактина. Увлажняющие компоненты в косметике. Чаще всего можно встретить такие увлажняющие компоненты, как пленкообразующий, они представлены в этой табличке. Увлажняющие компоненты, которые поглощают влагу из воздуха и удерживают ее на поверхности кожи, представлены в этой табличке. Увлажнители, так называемые окклюзионным свойством, они представлены в данной табличке. Безмасляные эмульсии. Состав таких эмульсий, как правило, не входит в масло. Чаще всего это, как правило, гели. Гели очень хорошо подходят для жирной кожи, поскольку они не содержат спирта и других раздражающих компонентов. Гели, как правило, долго удерживают влагу и не сильно быстро растворяются с поверхности кожи. Как определить наличие масла в косметике? Берем небольшую капельку косметического средства и капаем на бумажку. И смотрим, как сильно растекается пятно в течение 24 часов.
Если пятнышко маленькое, то, соответственно, масла в данной косметике, как правило, меньше. Если пятно у нас очень большое, то можно сделать вывод, что масла в данной косметике много. Эмоленты. Эмоленты – это чаще всего вещества, которые помогают нашей косметике быть мягонькой. То есть чаще всего это вода в масле. Они делают нашу косметику мягкой, не агрессивной и не жесткой. Эмоленты, как правило, увлажняют кожу, уменьшают ее шелушение, снижают ее шероховатость кожи. И за счет того, что они действуют окклюзионно, то, соответственно, с поверхности кожи влага испаряется намного меньше. Примеры эмолентов указаны в этой табличке. Нефизиологические эмоленты. К ним можно отнести ланолин, минеральные масла и углеводороды. Ланолин, как правило, обладает более высоким комедогенным действием и является провокатором появления прыщей для жирной кожи. Углеводороды чаще всего используются в помадах, тушах и других декоративных косметиках. Почему его чаще используют? Потому что углеводороды, как правило, являются очень дешевым материалом. Примером углеводородов является, например, перментил. Минеральные масла. Минеральные масла можно отнести к продуктам нефтеперерабатывающей промышленности, поскольку они не имеют ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Соответственно, сырье намного дешевле. Основное назначение минерального масла, как правило, это растворение других веществ в косметике. Высококачественное минеральное масло чаще используется в косметике, и оно минимальным обладает свойством комедогенности, то есть вызвать прыщи у вас меньший риск. Силиконы. Силиконы чаще у нас встречаются в эмолентах, лубрикантах и других препаратах, которые позволяют нашей косметике быть более густой, более вязкой и более мягкой. В косметических продуктах можно встретить два типа силиконов. Это диметикон и циклометикон. Наиболее силиконовые соединения представлены вот здесь. Пленкообразующие вещества. Пленкообразующие вещества – это компоненты косметики, которые на поверхности кожи образуют небольшую пленочку, которая помогает удерживать нашу влагу. Примером пленкообразующих веществ представлены вот здесь. Физиологические эмоленты – это компоненты, как правило, нашей гидролипидной мантии, которые естественным путем защищают нашу кожу. Вспомогательные вещества косметики. К ним можно отнести диспергирующие вещества, мелко измельченная взвесь, либо порошки. При добавлении таких веществ можно избежать выпадения вещества в осадок. То есть осадка у нас не будет, если это какое-то жидкое вещество. Загустители – это полимеры, которые придают нашей косметике более густоватую форму. Загустители бывают природные и синтетическими. Природными являются каррагиран и альгинат. Наиболее популярные загустители представлены здесь. Если косметика слишком вязкая, то чаще всего используют растворители, делая ее более жидкой. Растворители применяются как по отдельности, так и в множественном числе. Пример растворителя. Комедогенность продукции. Комедогенность продукции – это свойство продукции вызывать комедоны, то есть прыщи, что приводит к появлению акне. Наиболее популярными компонентами, которые вызывают комедоны, представлены в этой табличке. Зная эти вещества, можно предотвратить проблему в будущем. Очень рекомендую ознакомиться с этой табличкой людям, у которых жирная кожа. Консерванты. Консерванты – это вещества, которые помогают предотвратить нашу косметику от порчи, от появления грибков, от пересыхания и других негативных воздействий. К сожалению, многие пользователи неправильно хранят косметику, используют ее чаще всего открытой, либо в ванне, либо на ультрафиолете. Соответственно, полезные свойства косметики при этом теряются. Также люди чаще всего используют косметику грязными руками, то есть бактерии с наших рук чаще всего попадают в косметику, и некоторые консерванты обладают бактерицидным действием. Наиболее популярными консервантами являются вот. Также существуют и растительные консерванты. Это масло косточек грейпфрут, лимонная кислота, масло чайного дерева. Парабены. Парабены это также у нас являются консервантами, которые обладают противомикробными, антифунгицидными действиями.
Хелатирующие агенты. Хелатирующие агенты часто добавляют в косметику для усиления свойств консервантам. Примерами являются отдушки. Отдушки – это компоненты косметики, которые помогают нашей косметике пахнуть приятным запахом, потому что некоторые компоненты косметики являются довольно с неприятным ароматом, скажем так. И отдушки помогают предотвратить этот неприятный запах, то есть тем самым делая косметику более привлекательной, и покупатель хочет ее купить. В качестве отдушек представлены здесь красители. Красители – это компоненты нашей косметики, которые преобладают в различных вариациях. То есть косметика может быть красной, может быть черной, может быть синей. Это используются красители. Красители бывают органические. Органические можно отнести уголь, как правило, то есть делать косметику более смуглой, черной, серой. Натуральные красители, например, сок свеклы, сок винограда. К неорганическим можно отнести диоксид титана, оксид хрома, слюду и оксид цинка. Растительные экстракты и масла. Для усиления действия косметики чаще всего используются натуральные масла и растительные компоненты. Это могут быть экстракты мяты, экстракт душицы, например, экстракт лимонника. То есть в зависимости от потребностей кожи используются те или иные растительные компоненты. Минералы и витамины. Минералы чаще всего используются в косметике, такие как глина натуральная, минеральные водоросли, которые обладают определенными свойствами в данной косметике. Каолиновая глина хорошо подсушивает кожу и делает ее более светлой. Также в косметику добавляются различные витамины, например, витамин А, Е, С. Витамин С обладает антисептическим и, скажем так, иммуностимулирующим действием, предотвращая нашу кожу от стресса. Витамин А – это ретинол, чаще всего используется в косметике для того, чтобы уменьшить морщинки, улучшить структуру и состояние кожи. Антиоксиданты. Антиоксиданты – это вещества, которые помогают бороться со стрессом нашей кожи, а также в борьбе со свободными радикалами на поверхности нашей кожи. Антиоксиданты улучшают качество нашей кожи, помогают ей бороться с проявлениями агрессивности внешней среды. Основные антиоксиданты являются коэнзим Q10, тиактоновая кислота, обладает наиболее выраженными защитными свойствами, и чаще всего она является, скажем так, родоначальником работы витамина Е. Глутатион. Глутатион он чаще всего борется со свободными радикалами нашей кожи и определяет окислительно-восстановительные свойства нашей кожи. Чаще всего используют аскорбин-пальмитат, растительные оксиданты. К ним можно отнести каротиноиды. Каротиноиды чаще всего используются для защиты фотостарения нашей кожи. Их много содержится в таких, как водоросли, томаты. Куркумин чаще всего входит в состав корня куркумы, обладает очень хорошим защитным свойством, помогая нашей коже защищаться от свободных радикалов. Полифенолы. Примеры полифенолами представлены здесь. Флавоноиды – это вещества, которые усиливают антиоксидантное действие друг друга. Силмарин. Силмарин – это компонент чаще всего гепатопротектный, то есть защищает нашу печень, и чаще всего он встречается в растительных компонентах растения расторопши. Феруловая кислота является антиоксидантом и, скажем так, убирает негативное воздействие азота. Феруловая кислота чаще всего используется в кислотных пилингах. Она у нас, как правило, снижает повреждение кожи под воздействием ультрафиолетового облучения. Ксантоны – это вещества, которые обладают наиболее выраженным антиоксидантным действием, чем витамин С. Ксантоны обладают наиболее выраженной термостатичностью и не денатурируются, в отличие от других белков, не изменяют свою структуру при нагревании. Пептиды. Значение пептидов. Чаще всего пептиды у нас обладают иммуностимулирующими и защитными свойствами нашего организма. Итак, зная основные компоненты косметики, вы можете спокойно и не боясь покупать косметику и совершать правильные выборы и покупки. Надеюсь, видео вам понравилось. Если хотите более подробно, напишите комментарии, и мы будем разбирать подробно каждый компонент косметики.
Всего хорошего, до встречи, не забудьте поставить комментарий и лайк этому видео.